Друзья, всем привет! В этом компоненте орхидеи не только живут годами, но и прекрасно чувствует корневая система. Они прекрасно наращивают зеленую массу и цветут, могут цвести по много месяцев пышным, роскошным таким букетообразным цветением. Но как и среди всех производителей любых грунтов и компонентов, встречаются не особо качественные варианты. И вот таким качественным, не очень хорошим вариантом у нас несколько дней назад, наверное, даже уже пару недель назад, был вот такой вот мох сфагнум ханты-мансийского производителя, в который мы посадили орхидеечку. Мох вот этот вот брикетик стоит почти 2000 рублей. Пересадили орхидейку и буквально через несколько дней, прям через 2 дня, в емкости, где мы замачивали мох сфагнум, вот этот брикет, сверху покрылось белой плесенью. Ну, грибком все покрылось. Я показывал свои емкости, которые у меня годами стоят с влажным мхом, начиная от зеленого, хорошего, такого свежего, и заканчивая, да вообще не заканчивая, он естественно, становится в такого цвета, такого, знаете, ну, рыжего какого-то такого, да, темно-рыжего, но он не покрывается у меня ни плесенью, ничем. Но это все зависит от того, что за мох попадается, да, и, собственно говоря, как его технологии его прессования и вот такого приготовления. Но, в общем, в любом случае, друзья, у нас мох покрылся плесенью и возникло много-много вопросов, а как себя чувствует орхидея, в которую мы посадили в этот мох. Друзья. Вот прошло несколько дней, орхидея у нас... Сегодня я буду поливать ее. Мох немножко подсох. Ну, он был влажный, когда мы его размачивали. Видимых каких-то на поверхности проявлений плесени и... Ну, это не точно. Вот, например, вижу, видите? Я вам сейчас покажу. Вот. Я посмотрел и не увидел. А сейчас вижу, что вот здесь вот, вот посмотрите, я уберу глаза. Вот здесь вот видите, вот он пушок. Такое характерное проявление белой плесени. То есть все-таки мох имеет в своей структуре споры вот этой вот плесени. Ну вот я не знаю, я вижу, вот она, видите, пушистый. Вот здесь вот. Но еще раз скажу, это не так прям, знаете, смертельно. Вот, почему? Потому что сегодня я буду не только поливать вот этот вот мох, первый полив у орхидеи будет проходить, но и мы будем заселять сюда грибок, который я применяю уже не первый год для орхидей, которые растут не только в мхе, но и в других органических грунтах. И вот как раз, друзья, в 2019 году, 22 марта, сегодня 30 у нас марта, да, а это 22 марта 2019 года мы вот эту орхидею пересадили в мох. Есть видео этой орхидеи, это мини Red Lip. На тот момент, когда мы его пересаживали, я ссылку оставлю в верхнем правом углу, можно будет пойти посмотреть по этой ссылочке, как мы пересаживали эту орхидею. И начиная с того же года, с 19-го, есть видео, в котором я наглядно показываю, как применяю на этой орхидее грибок, который помогает не только подавлять вот такую белую плесень, которая появилась у нас в одном из прошлых видео на мхе, ханты-мансийском мхе, но и грибок, который в процессе своей жизнедеятельности помогает разлагать органику
и расщепляет эту органику на различные микроэлементы, среди которых есть азот. И получается, что периодически подселяя этот грибок в грунт органический, надобность подкормок у орхидей, она, как бы, знаете, отпадает. Этот грибок решает очень-очень много проблем. И вот спустя, друзья, уже более 3 лет, да, уже 4-й год сегодня пошел, орхидея растет в этом мхе. Видео можете посмотреть, как мы ее пересаживали. И каждый год, друзья, она цветет, ну, от 6 до 9 до 10 месяцев. То есть она почти под год цветет, эта орхидея, постоянно доращивая. Вот она уже отцвела полгода, друзья. И вот сейчас она доращивает, видите, еще цветоносик, еще вот кончики, и будет цвести. И она все это время, 3 с лишним года, растет в том мхе, в который мы ее посадили 22 марта 2019 года. Не только она у нас в мхе, и мы этим грибком ее поливаем иногда раз в 1,5-2 месяца я это делаю. Ну и еще другие, вот Шанхай орхидея, огромная, букетообразная. Те, кто смотрит наш канал, те помнят эту орхидею. Каждый год дарит огромные вот такие вот букеты цветов. И вот этот вот Red Lipstick, это запоминающееся растение. Есть еще одна орхидея, которую мы больше года назад пересадили тоже в мох, и тоже это та самая орхидея, которую в январе прошлого года я практически на 2 недели забыл в воде. Она была в моховом стаканчике, в азиатском моховом стаканчике, размер 2,5 дюйма. Это Golden Sand, бабочка орхидея. И 2 недели эта орхидея была в мхе. И я показывал на ее примере, что делать с орхидеей, как ее быстренько реанимировать, и чтобы корни не погибли, которые 2 недели находились полностью в воде. То есть я налил воду, поливать эту орхидею и забыл. Все. То есть все орхидеи слил, а эту оставил. И вот выходило видео, в котором я показывал, какие первоочередные действия проделать туалетной бумагой, либо салфеткой. И вот мы ее потом пересадили из мха в мох, друзья. И тоже вот мы сверху здесь присыпали, чтобы сверху мох у нас не зеленел, не пропадал. Вот как на этой орхидее, видите, спустя 3 года вот такой сверху мох. Внутри он будет посветлее, конечно. И вот сверху мы здесь мелкой такой корой присыпали. Этот Golden Sand прекрасно себя чувствует. В прошлом году после пересадки роскошно цвел. Вот он буквально перед Новым годом закончил свое цветение. И вот сейчас растит новый цветонос, плюс еще листик, вот видите, с точки роста лезет. То есть орхидея прекрасно себя чувствует полностью в мхе. Здесь мох, корни растут, ну, сквозь позеленевший мох, конечно, не особо видно. И вот периодически, друзья, я эти орхидеи, к этим орхидеям в грунт подселяю грибок. Те, кто смотрит постоянно наш канал, те уже вспомнили, о каком грибке идет речь. Это, друзья, о грибке, который изначально, я буквально недавно об этом узнал, изначально еще разрабатывался военной промышленностью в Советском Союзе для борьбы с последствиями, по-моему, да, с последствиями биологическим и химическим, применения биологического и химического оружия. И уже после перестройки это средство прекрасно стали применять в аграрном секторе. Это грибок, друзья, триходерма, да, я уже триходерма. Вот такой вот грибочек. И вот именно этой триходермой, друзья, я орхидеи, которые находятся у нас в мхе на канале, периодически, ну, раз в 2 месяца прям точно я делаю залив, пролив, замачивание. И сейчас на примере вот этой вот орхидеечки я покажу. Меня вот смущает вот этот вот место, где начала появляться плесень. Вот это место. И вот сейчас мы сюда подселим триходерму. Триходерма, друзья, подавляет практически 60 видов
различных патогенных грибов, которые своей жизнедеятельностью вызывают гнилостные процессы в органическом грунте, и от которых начинаются различные вирусы, болячки, гниение и так далее и тому подобное. И вот триходерма в этом плане очень-очень хорошая. Плюс еще, помимо того, что триходерма сама по себе живет в органике, помогает расщеплять, получается у нас азот. Я уже рассказывал недавно, что для того, чтобы триходерма хорошо работала, была благодатная среда для ее заселения, да, сюда добавляют сахар, естественно. Естественно, сахар, друзья, у нас было видео про мед. Кстати, я уже сделал вторую обработку орхидей про мед, и на третьем обработке орхидей буду снимать видео и отвечу на вопросы, касающиеся в том числе пленочки, вот этих липких пятен и так далее и тому подобное. Но это будет тема следующего видео. Одного из следующих. И вот там была речь про глюкозу и про сахар, про пользу сахара. Да? Ну, ни для кого не секрет, что глюкоза, сахар — это вещество, которое тоже образуется в такой большой круговой цепочке различных химических реакций под названием фотосинтез. Да? И вот на каком-то этапе он выделяется и идет в следующую реакцию. Да? И вот дополнительный вброс вот этой вот глюкозы орхидеи, да, это, как знаете, как своеобразная стимуляция. Вот глюкоза плюс азот и другие микроэлементы в процессе жизнедеятельности триходермы ведут к хорошему росту, мини Red Lip, который вырос уже в такую, знаете, сложно назвать ее мини, но как минимум в мультифлору, друзья. Такая серьезная орхидея. Если вы посмотрите по размеру, какая она была с магазина, где мы ее 3 с лишним года назад пересаживаем, то вот увидите, что она вот и отличительная. Я всегда показываю, что это именно та, потому что есть кто не верит, что это именно та орхидея. Вот этот вот у нее повреждение листика, которое когда-то было сверху, а сейчас она уже снизу. Листья растут, и вот тут полно цветоносов, сухих пеньков от этой орхидеи. В общем, друзья, давайте я сейчас забодяжу раствор. Значит, триходерму. У нас все есть на канале видео, как мы все размешиваем, как мы применяем. Ну, сейчас будем применять для закрытой системы, друзья. Потому что все предыдущие видео это были, как применяли мы триходерму в полузакрытой системе. То есть замачиваем, потом горшок вынимаем из емкости и все. И орхидея кайфует. Значит, на литр воды 3 грамма вот этой вот сухой триходермы. Ну, друзья, я тоже, наверное, ни для кого не секрет, что если нету таких маленьких весов, как отмерить 3, 2, 1 грамм, все просто. Уже давно некоторые продвинутые и смекалистые архаманы, цветоводы пользуются следующим. Берут шприц обычный, да, срезают у него носик, и каждое деление 1 миллилитра, 1 кубика, да, 1 миллилитра равняется грамму. То есть набирают в этот шприц столько сухого раствора любого грамм, сколько нужно по делениям. Одно деление на 1 миллилитр это 1 грамм. Ну вот у меня мерный стаканчик есть. У него деление 2,5 миллилитра, 5 миллилитров и так далее до 20. Но в любом случае, друзья, я уже не раз отвечал на этот вопрос. Отвечал, когда спрашивают, можно ли перенасытить триходермой так, чтобы загубить. Друзья, триходерма это тот грибок, который не наносит вреда растениям от его чрезмерного, допустим, переборщили. Знаете, я как скажу,
Ой, бывают иногда некоторые люди пишут, что вот применили то, и все пропало. Вот всегда, друзья, всегда найдутся те, у которых после применения неважно чего, потому что я не раз на протяжении ведения канала, уже 4 с лишним лет, да, с 17 года, сколько уже получается, 18, 19, 20, 21, 5 лет, друзья, уже на протяжении 5 лет ведения канала не раз встречал у людей гибли орхидеи и в двойных горшках, вот в таких вот, арте. Вот. У людей гибли орхидеи и в этих мерных стаканчиках. У орхидеи гибли и в коре, в обычной коре, в которую мы сажали. Орхидеи и в пеностекле, и в керамзите, и в применении топаза, максима, и чего там еще, привикура, ну и буйских удобрений в том числе, друзья, да, и боны. В общем, обязательно найдутся те, которые будут кричать, что вот мы это применили и корни загубили. Друзья, причин может быть масса, но нельзя огульно, вот просто посмотрите любые опросы у нас в группе Архамания, мы проводим опросы в группе. Применение там кокосовых чипсов, применение там актары, например, даже от актары у людей, да, корни погибали, почему-то связывали. Ну, наверняка погибали от чего-то другого, просто так совпало, что вот они проявилась болячка или результат от применения чего-то либо, и с этим связали, и огульно это дело все охаяли. У нас все опросы есть, и то, что мы применяем на канале, опросы людей подтверждают на там, 90%, что у них все получается. Но вот у 5-10% не получается. Вот. Но вот это статистика, друзья, я не знаю. В общем, вот триходерма, она цвет имеет вот такой, знаете, какой-то не чисто белый, а такой какой-то серо-зеленоватый. Серо-зеленоватый, то есть между сахаром размешан вот эти вот споры. Ну, споры или что там, я не знаю. Я не биохимик. Размешиваю. Я потом оставшимся раствором, который останется, я пролью другие свои старенькие орхидеи, которые уже по 3-4 года растут в органике, которые ждут пересадки, а не доходят до них время. Кстати, из таких знаменитых пересадок орхидей с нашего канала, это ну, Шанхай надо пересаживать, золотые яблоки надо пересаживать, нужно красный хвост павлина пересаживать, Red Peacock орхидея. Это орхидея, которая невезучая, всегда мы что-то с ней начинаем делать и ломаем цветонос. Те, кто смотрит канал с 17-18 года, те помнят ее. Вот это я сейчас говорю за те орхидеи, которые, которые более, ну, уже по 4 года, по 3-4 года, по 4-му году, по 5-му году растут. Есть орхидеи дольше, которые растут. Например, орхидея, знаете какая? Салинос и орхидея Серфсонг. Они вообще уже, я забыл, когда я их пересаживал. Это вот слоны я вам показывал, вот такие с огромными листьями орхидеи. Вот я периодически их тоже проливаю вот этой вот триходермой. Так, ну все, кристаллики, последние кристаллики у нас размешались. Вот теперь как раз вопрос, друзья, не только профилактической такой обработки триходермы и подселения грибка сюда, но и вопрос первого полива. То есть в видео, когда я пересаживал вот это вот сюда в мох, я рассказывал в теории рассказывал, сколько и как воды наливать, да, что в каждом случае, в каждой пересадке это все индивидуально методом вашего тыка, научного тыка. То есть смотрите, пробуйте, потому что, ну, когда, знаете, когда 100 раз пересадите,
в мох, да, и в одну и ту же емкость. Уже рука набьется и будете чувствовать плотность мха, как вы его уплотняете, и, соответственно, понимать, сколько воды нужно. Вот. А когда разные посадки и делаете это в первый раз, то, естественно, как я уже говорил, начинайте там с 50 миллилитров воды, наливайте, да, и смотрите за тем, как эта вода расходится внутри горшка. По необходимости можно долить, если перелили, то быстренько слить. То есть наблюдать и потом смотреть постоянно за состоянием корней, когда они будут светлеть, когда они будут серебриться и когда горшок будет легче. И это все, друзья, приходит с опытом. А опыт это неоднократное повторение одних и тех же действий в разных вариациях. И вот отработка навыка, как говорится. Да, так, ну что, я сюда сейчас, знаете, сколько залью? Я, наверное, залью сюда 100 миллилитров. 3 ходермочки. И постараюсь попасть вот сюда, вот в эту часть, значит, этим раствором. Да, Мась, молодец. Одобрила. Ага, прям вот на этот пушок попал, на этот пушок. И теперь я этим раствором по периметру здесь везде, вот так вот, раз, раз, раз. Для первого раза более чем достаточно. У нас и корешок, смотрите, намочился сразу, зазеленел, видите? Видите, попало на них, они серебристенькие были. То, что сейчас вы видите мох мокрый здесь снаружи, это не означает, что мох вот так мокрый и внутри. То есть постепенно он рассосется по волокнам мха внутрь горшка. Вот со 100 миллилитров можно начинать поливать вот такую посадку. Сразу подежелело. Вот. И смотреть и наблюдать за тем, как просыхает это. Потому что если просыхает это, друзья, мох, он в зависимости от плотности, насколько плотно вы его уплотнили. Да? Чем плотнее, тем дольше будет просыхать. Чем рыхлее, тем быстрее будет просыхать. Отсюда и чем плотнее, тем лучше вода рассасывается по объему горшка, потому что плотно волокна друг к другу прилегают, и вода капиллярным сообщением передается. Чем больше воздуха, тем хуже вода. Налили, и мох остался внизу. В общем, это, друзья, тема, значит, следующего видео, в котором мы будем с вами, я буду отвечать на вопросы, на те, которые вы задали в видео, где мы пересаживали вот этот мох и делали замачивание вот этого мха сфагнума ханты-мансийского. И были некоторые комментарии на предмет дать шанс этому мху. Были советы, чем не обработать. Ну, я прекрасно знаю, чем обработать. Просто, значит, были комментарии дать второй шанс ханты-мансийскому мху. Возможно, просто партия попалась или еще что-то такое, как вот со спреем орхидеям нравится, да, красноярского завода, с маркой Ивановская оранжерея, да, взяли вот последнюю партию, налили гуамат туда вместо удобрения, да. Ну, с одной стороны, вроде бы и неплохо, но с другой стороны, все-таки платим-то деньги совсем за другое, да. И вот у нас из ханты-мансийского мха есть еще вот такой вот по бюджетней брикет. Этот брикет стоит, по-моему, 990 рублей, вот этот вот 1990. Мы с вами в следующем видео все-таки еще растребушим вот этот вот брикетик и посадим, друзья, вот в этот вот мох. Посмотрим, что это за мох, и, соответственно, посмотрим, как он себя поведет. Ну, я склонен полагать, возможно, что-то где-то там, я не знаю, на палочке у меня попались споры.
может быть, где-то в емкости споры белого, но у меня нету нигде плесени, у меня от слова совсем. Вот. И как она туда попала, я тоже не знаю. Ну вот и здесь вы видите, и в емкости плесень появилась, и вот здесь тоже начала. Но если бы, кстати, вот если бы не дубовая кора сверху, вот это вот, то мы бы, наверное, все-таки увидели и здесь на поверхности плесень. Но вот дубовая кора, друзья, она тоже обладает антигрибковыми и антибактериальными некоторыми свойствами. Вот, кстати, вчера прочитал комментарий одной из зрительниц, которая так же, как и мы, пересадила в дубовую кору и получила обалденный результат. Но это будет тема другого видео. Все, друзья, вот такой вот у нас профилактический подлив грибка. Кстати, можно еще сюда подлить. Я вот чувствую, что по виду, что можно еще 100 миллилитров. Еще 100 можно. Здесь я уже поверхность всю сейчас пролью. Я не боюсь здесь сверху на мох поливать, потому что сверху у нас дубовая кора. И она от света прикрывает. То водоросли не будут насаживаться на дубовую кору. А вот на мох открытый они прекрасно насаживаются. И получается вот такой вот не очень красивый, видите, буро-зеленый, черный, такой уже разложившийся мох. Я сейчас не проливаю вот эту вот орхидею, потому что я вчера ее поливал. Сейчас очень мокрый здесь, скажите мне, мох очень мокрый. И у той орхидеи тоже очень мокрый. А видео подробное, как я и пересаживаю вот эту орхидею, и обрабатываю ее триходермой, и про триходерму рассказываю, чем триходерма отличается от фитоспорина, в чем плюсы. Это тоже я ссылку оставлю в верхнем правом углу, можете пройти посмотреть. Так, ну все, что ли? Сейчас я долью последнее. Все, друзья, 200 миллилитров сюда ушло у нас в мох. Значит, следующее видео выйдет ровно тогда, через сколько подойдет время поливать. И мы посчитаем, сколько дней прошло, ну и подведем какой-то итог по поводу, удалось нам подавить здесь этот пушок или нет. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.